Какой чудесный самолетик, здоровый. Ну, прям не видно, насколько он большой, но он реально большой. Вот как Казань нас встречает, да, Игорь Федорович? Проливным дождем. Прям пузыри на лужах, все как мы любим. Вот Казань написано. И нам еще 2 часа телепаться до Вятских полян. Один из цехов Alpha Precision, где делаются для нас стволы. Сейчас по технологическому процессу пройдем. Но здесь не все делается, конечно. Здесь только ковка и термичка. Мы в Alpha Precision, и сейчас мы быстро пройдем по всем этапам, которые здесь делают. Поехали. Ковочная машина, сердце производства. Здесь из заготовок стволы отковывают. Стоит 4-колочковая оковка, дорн, протяжка. Получаются вот такие вот заготовки. Вот такие. И после этого, ну это вот да, тоже вот такие заготовки. Это для пневматики. Миша, а ты нам делал более толстые, освоили тоненькие? Поехали дальше. А это термичка. Здесь стволы после паковки снимаются напряжение. Они набираются вот в такие короба, подвешиваются на таких шайбах и в вертикальном положении проходят термообработку при определенной температуре, для того, чтобы снять все напряжения. И, здесь, кстати, можно делать и закалку. Вот здесь УВЧ для того, чтобы калить определенную поверхность ствола. Обычно универсальный токарный станок, на котором торцуются оковки, торцуются, и переходим на следующий этап. Здесь, если вы увидите, помещается дульный срез и казна, для того, чтобы направление полета пули было всегда правильно. Здесь хаасовский станок уникальный, двухлинетный, для того, чтобы протачивать стволы как нам надо. И вот вы можете видеть здесь стволы для второго лешего, вот здесь они протачиваются. Двухлинетный для того, чтобы при перехвате инструмента у нас была минимальная ступень. Она есть, конечно, но по чертежу в пределах допуска 400. Сейчас как раз будет запуск процесса проточки ствола, и мы посмотрим, как это происходит. Фрезерные станки, некоторые операции требуют и фрезерных станков, так что здесь все это есть, как видите, все работает. Пошли в гальванику. Собственная гальваника, они здесь делают 4 вида работ. Это непосредственно нодирование в черном красителе, они могут делать хромирование сразу по 4 ствола, вот на вот этих установках струнах они делают промежуточное фосфатирование, не помню, что-то еще. Пошли хромирование, интересно. После хромирования необходимо еще сделать отпуск, потому что хром порядка 70 секунд вниз, а сталь под хромом 26 единиц. И вот из-за этого резкого перепада хром может просто чешуйками откалываться из-за своей излишней твердости. Чтобы это не происходило, нужно отжигать стволы, и тогда твердость хрома падает до 65 единиц, наверное, и все работает нормально. Здесь они освоили хромирование по одному стволу с четким регулируемой толщиной хрома. То есть они могут даже делать коническое хромирование с напором. То есть технологию придумали, освоили, работают. Молодцы, ребята. За что я и люблю работать с Альфой. Им даешь задачу, они думают, как ее выполнить, и выполняют. Посмотрите, сколько стволов. Это семерка, 350 на Лешева 2. И они их все делают. У нас будет очень много стволов и очень много изделий.
стоит лазерная установка, она сейчас зачехлена. Ну и просто для примера ствол от арки. И вот здесь гравировочка идет. Мы на своих стволах тоже такую гравировку будем получать, чтобы уже не было путаницы, где, что и как. Все современно, все классно. Нанотехнологии в действии. Несмотря на наличие всяческого рода приспособлений для выравнивания стволов, самое лучшее выравнивание получается с использованием кувалды, мой любимый инструмент, вы знаете, вот этих вот опорных призмочек, и вот здесь вот там лампочка горит, и на глаз они прокручивают теневые кольца ровно. Это вокруг, в радиусе 200 километров всего один человек, который может это делать. Он скромно уходит от камеры, не хочет светиться, боится, что его перекупят.